На рынке наступила неделя, которая может перевернуть все. Да, биткоин уже несколько недель плавает в боковике и кажется, будто рынок заснул, но уже через 24 часа выйдут данные по инфляции в США за май. И поверьте, на этот раз все серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Многие думают, инфляция же падает. Чего паниковать? Но не забывайте, в экономике все может измениться за одну секунду. И сейчас как раз таки тот самый момент. Bloomberg, ФРС, топовые экономисты, все как один предупреждают. Грядет неприятный сюрприз. По предварительным данным, инфляция может прыгнуть до 2,5%, а это даже выше, чем было в марте. Что стало спусковым крючком? Конечно же, тарифный удар Трампа. Новые пошлины на импорт стали самыми агрессивными за последние годы, и теперь рынки гадают, а не запустил ли Трамп инфляционную волну своими руками? Среда может стать переломным моментом. Именно тогда выйдет отчет, который покажет, начинают ли трамповские тарифы реально бить по экономике. Это произойдет всего спустя пару дней после неожиданного крепкого отчета по рынку труда в пятницу. Биткоин успел восстановиться выше 108 тысяч. Но как долго он там удержится? Особенно после ИПЦ. Также стоит понимать, что за данными по инфляции внимательно будет следить ФРС, и показатель выше ожиданий сотрет на нет все шансы снижения ставки в сентябре. А без снижения процентных ставок мы не увидим настоящий рост рынка, особенно альткоинов. Хотя с другой стороны, Трамп готовит свою марионетку ФРС, которая может заменить Пауэлла еще до окончания его полномочий. И это будет не просто возможное, а гарантированное снижение ставок и печать ликвидности. Но какой реально будет ИПЦ? Что происходит с экономикой США? Сможет ли Трамп уволить Пауэлла? И как это все повлияет на криптовалюту? Мы разберем сегодня в ролике. Я подготовил для вас множество важных данных, прогнозов от экономистов. Мы разберем итоги переговоров США-Китая в Лондоне, которые прошли в понедельник. И еще мы проведем анализ биткоина, который по-прежнему пытается вернуться выше 110 тысяч. А перед началом давайте выберем победителя $10 за комментарий, которым становится вот этот пользователь. Обязательно нам напиши. И по традиции этот розыгрыш продолжается. А правила простые. Пишите комментарии и, конечно же, ставьте лайки. А как только мы соберем 1000 лайков, вас будет ждать новый ролик про альты, про который мы давно не говорили. Мы посмотрим. Либо сделаем топ альтов, которые стоит откупать сейчас, либо большой анализ самых популярных монет. В общем, будет точно интересно. Можете, кстати, написать, что бы хотели увидеть именно вы. А с вами Влад, вы на канале Coin22. Мы начинаем. Итак, как я сказал в начале, данные по ИПЦ будут опубликованы уже завтра, и чтобы вы могли первым получить этот актуальный отчет, обязательно подпишитесь на наш Telegram. Именно там мы выкладываем все самые важные новости, события и экономические данные. Все кратко, по делу, без лишней воды и спама. Наши редакторы фильтруют информацию, за счет чего вы всегда знаете, что именно происходит на рынке. И, кстати, вчера у нас стартовал первый розыгрыш, в котором победитель получит самый надежный аппаратный кошелек Ledger. А условия, друзья, максимально простые. Это подписка на Telegram, YouTube, лайки под роликами и активность в комментариях. Поэтому переходите, подписывайтесь, жмите кнопку «Участвовать», и ровно через месяц мы объявим победителя. Но что же сейчас происходит с инфляцией в США? Давайте разбираться. Согласно опросу Bloomberg, базовая инфляция без учета еды и энергии выросла на 0,3%. Это максимум за последние 4 месяца. Для сравнения, в апреле было 0,2%. А если смотреть в годовом выражении, ожидается ускорение до 2,9%. И это впервые в 2025 году. И все это происходит буквально накануне важнейшего события. 18 июня ФРС соберется на заседании. И вот эти инфляционные данные станут для них последним входным сигналом, чтобы принять решение о поставке. Экономисты Bloomberg говорят, что инфляция в мае могла быть неравномерной. Вроде бы товары подорожали, но в таких услугах, как авиаперелеты и отели, цены даже снизились. Например, мебель, одежда, автозапчасти, да, то чувствуется эффект пошлин, а вот авиабилеты и гостиницы, наоборот, просели. Теперь внимание, Трамп активно давит на ФРС, требуя снижения ставок, но Джером Пауэлл и его коллеги пока не торопятся. Они говорят, подождите, давайте сначала посмотрим, как все это реально влияет на экономику. Что еще важно, заявки на пособие по безработице за последнюю неделю мая на максимальном уровне с октября. Это может говорить о первых признаках стресса на рынке труда. Но в целом, судя по отчету в пятницу, рынок занятости пока держится. Если инфляция реально продолжает замедляться, как это было последние 3 месяца, то это сигнал. ФРС может смягчить политику, а значит, аппетит к риску растет. И это может усилить интерес к таким активам, как биткоин. Но есть и другой сценарий. Если инфляция резко замедлится, биткоин может потерять часть своей привлекательности, как защита от инфляции, и капитал пойдет обратно в облигации и фондовый рынок. Особенно если учитывать, что сейчас между биткоином и золотом отрицательная корреляция. На данный момент прогноз такой. Ожидается рост инфляции до 2,5% в годовом выражении. Это немного, но может перечеркнуть весь тренд на охлаждение. Это означает, что ФРС вряд ли будет спешить с понижением ставок. Ни в июне, ни в июле. Они наоборот решат сохранить текущую политику. А это в свою очередь укрепит доллар, поднимет доходность по облигациям, которая сейчас и так высокая, и может ударить по биткоину. Но не все так однозначно. Если инвесторы начнут бояться девальвации доллара, они могут снова побежать в биткоин. Важно понимать, что даже если инфляция немного ускорится, она все еще гораздо ниже пиков прошлого года, когда была 3,1%. И все еще
еще недалеко от целевых уровней ФРС 2%, так что пока рынок движется в ожидании. И как сказал аналитик из Quant Analysis, сигналы серьезного роста инфляции скорее всего появятся не раньше июля. Конечно, нужно понимать, что все экономические данные поступают с задержкой, и предстоящий ПЦ может только начать отражать то, как тарифы реально влияют на экономику США, и что самое главное, инфляцию. Следовательно, предстоящий ПЦ вполне реально может превысить ожидания в 2,5%, что может немного охладить рынки. А вот уже насколько сильное давление окажет ИПЦ, все будет зависеть от того, насколько сильно данные превысят ожидания. Также немаловажным фактором выступают переговоры США и Китая, которые прошли в Лондоне. Вашингтон дал четкий сигнал. Они готовы ослабить экспортные ограничения на определенные технологии, но при одном условии. Китай в ответ должен пойти навстречу и ослабить контроль над поставками редкоземельных металлов. А это, на секундочку, стратегически важные ресурсы, которые используются в электронике, оборонке и в многих других важных направлениях. Переговоры начались в понедельник и по плану должны продлиться до вторника, то есть до сегодняшнего дня, но это только в том случае, если это потребуется. Интересно, что рынки уже отреагировали. По словам экономиста Bloomberg, рост котировок связан с тем, что США отложили введение новых тарифов. Да и вообще, судя по всему, эти меры будут мягче, чем ожидалось. Они отмечают, сейчас рынки чувствительны к любым заголовкам. Любое тревожное сообщение о переговорах или тарифах может вызвать резкие колебания. И это реально так. Инвесторы буквально замирают в ожидании, будет ли прогресс или все снова скатится в эскалацию. А поскольку речь идет о технологиях и сырье, это затрагивает все, от рынка акций до биткоина. Но нужно понимать, что пока четкой сделки нет. С другими странами торговые соглашения еще также не подписаны, и дедлайн у Трампа до конца месяца. Времени мало, часики тикают, а тарифы работают. И чем дольше это будет продолжаться, тем хуже. Тем не менее, в ближайшие пару дней все внимание инвесторов будет направлено, конечно же, на инфляцию. Прошлый ПЦ за апрель, который был ниже ожиданий, оказал положительный эффект на биткоин. Он продолжил рост и пробил новый исторический максимум. Как вы можете заметить, цена биткоина напрямую зависит от этих данных, за счет чего завтра и в последующие дни биткоин будет фиксировать движение, на котором каждый из вас может заработать, присоединившись к нашей подписке Pro. Coin22 Pro – это один из лучших сервисов на рынке, который упрощает задачу криптоинвесторов и повышает эффективность вашей торговли до максимальных уровней. Это происходит за счет команды профессиональных аналитиков, которые в первую очередь индивидуально под ваш депозит и цели соберут сбалансированный спотовый портфель, а во-вторых, вы ежедневно будете получать актуальные торговые идеи. Наглядный пример – недавняя сделка по Bitcoin Cash, где все участники открыли лонг на просадке и заработали на росте цены. А если на каком-то этапе работы у вас возникают трудности, вам всегда поможет круглосуточная поддержка. Еще один плюс: все новички не только на старте проходят подробное обучение по торговле и анализу рынка. Поэтому, чтобы получить лучшие точки входа на эту экономическую неделю и начать работать по четкой торговой стратегии, напишите нам по ссылке в описании. Переходите, а мы пока разберем, может ли Пауэлл уйти в отставку, и если да, то как это повлияет на биткоин. Вопрос касательно ухода Пауэлла продолжает набирать обороты. Но реально ли это вообще? На прошлой неделе 6 числа Трамп заявил, что уже скоро предоставит своего кандидата на пост главы ФРС, хотя срок полномочий Пауэлла истекает только в 2026 году. Это заявление вызвало настоящую бурю на финансовых рынках. Инвесторы и аналитики боятся, что на пост поставят лояльного человека, который будет плясать под дудку Белого дома. А это значит конец независимости ФРС и, возможно, совершенно новый вектор денежной политики США. И вот тут начинается самое интересное. Вспомните, когда Трамп впервые упомянул об отставке Пауэлла пару месяцев назад, индекс доллара сразу упал, а биткоин резко вырос. Рынки моментально начали закладывать в цену. Да, значит, будет смягчение монетарной политики, ставки пойдут вниз, ликвидности станет больше, и это позитивно для крипты. Потом Трамп немного откатил назад и сказал, что, мол, увольнять не собирается. Ему просто хочется, чтобы Пауэлл активнее снижал ставки. И биткоин тут же скорректировался. То есть видно, насколько крипта чувствительна к происходящему вокруг ФРС. Но так просто взять и уволить главу ФРС нельзя. Закон разрешает это делать только при наличии серьезных оснований. Например, за нарушение полномочий. Просто потому что не нравится, это не работает. Зато, как вариант, администрация Трампа может заранее назначить преемника Пауэлла, который до 2026 года будет в тени, но уже начнет влиять на политику ФРС через свои комментарии, прогнозы и критику. 30 мая Пауэлл уже приходил на чай к Трампу в Белый дом, и это была их первая встреча с 2019 года. Понятно, что записи их диалога нет, но по данным ФРС, Трамп продолжает настаивать на снижении ставок, а Пауэлл заявил, что они будут действовать в зависимости от данных. И вот тут внимание, если на пост придет человек, который будет поддерживать политику Трампа, есть шансы на быстрое снижение процентных ставок, а это значит мощный приток ликвидности, ослабление доллара и рост интереса к рискованным активам. Биткоин в такой ситуации может не просто укрепиться, а зафиксировать активный булран. И это касается не только биткоина. Альты тоже получат сильный импульс. Ведь одна из главных причин, почему до сих пор не начался активный рост альтов, это как раз таки жесткая политика ФРС и медленное снижение ставок. А если это изменится, то альты могут выстрелить. Но есть и другая сторона медали. Некоторые эксперты предупреждают, если Трамп все же попробует уволить Пауэлла без веских причин, то это может спровоцировать правовой кризис и создать серьезную нестабильность. Лично я думаю, что Пауэлл до конца своей каденции
тенденция не уйдет. А вот засланный казачок Трампа, как, например, Кевин Хассет, может спокойно лоббировать интересы республиканцев ФРС. Так что за этим сериалом будем наблюдать. Но кроме ИПЦ нас ждут и другие экономические данные. Уже в этот четверг, 12 июня, выйдут свежие данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Это один из ключевых индикаторов состояния экономики США. И да, он напрямую влияет на крипторынок. В последний раз за неделю до 31 мая было подано 247 тысяч заявок. Это уже намек на то, что рынок труда начинает остывать. Сейчас экономисты ждут, что цифра упадет до 242 тысяч. И если прогноз оправдается, это будет сигнал. Да, экономика еще держится, но замедляется. Почему это важно для биткоина? Потому что когда рынок труда начинает сдавать позиции, ФРС получает дополнительный повод снизить процентные ставки. А как только появляется ожидание смягчения политики, доллар слабеет, ликвидности становится больше и капитал снова начинает заходить в рискованные активы, такие как биткоин. То есть слабый рынок труда — это по сути бычий сигнал для рынка крипты. Но это еще не все. Кроме безработицы, на этой неделе мы еще получим один важный индикатор, который называется PPI — индекс цен производителей. Он показывает, насколько растут цены на оптовом уровне и помогает прогнозировать, что будет с потребительской инфляцией дальше. Да, он не напрямую связан с целевым уровнем ФРС 2%, но он опережающий, и рынки на него реагируют. Последние данные показали рост PPI на 2,4%. Это ниже мартовского уровня 3,4% и даже ниже целевого ориентира в 2,5%. Если тренд сохранится, это еще один позитивный сигнал для биткоина. Плюс в пятницу выходит отчет по потребительским настроениям. И тут тоже все интересно. В мае показатель упал до 52,2. Это второй худший результат за всю историю опроса. Ниже было только в кризис 2008 года и рецессию 80-х. Сейчас прогнозируют легкое восстановление до уровня 55, но даже это очень низко. А низкие потребительские настроения — это опять же давление на экономику. Но если вдруг окажется, что настроение у потребителей резко выросло, скажем выше уровня 76, как это было в мае прошлого года, это уже звоночек в другую сторону. Такие данные могут укрепить доллар, охладить ожидания по снижению ставок и, соответственно, создать давление на биткоин. В общем, друзья, за этой неделей точно нужно следить, ведь мы получим 4 ключевых показателя. И все это может здорово раскачать рынки. Но что можно сказать по поводу биткоина? На выходных биткоин поднялся выше уровня 106 тысяч, но под конец недели появились продавцы, и мы снова вернулись в зоне 104 тысячи, а уже в понедельник биткоин пробил 108 тысяч. Аналитик Correct Capital написал: ситуация неоднозначная. Да, мы закрываем четвертую неделю подряд выше важного уровня, но для полного восстановления бычки нам пока маловато драйва. Он отметил, что биткоин пробил двухнедельный нисходящий тренд и сейчас борется с сопротивлением на уровне 108 тысяч. Легкое отклонение от этой зоны — это нормально. Главное закрепиться выше, чтобы сохранить бычий тренд. А вот если этого не произойдет, можно ожидать снижения. Некоторые трейдеры, кстати, уже уверены, что путь к 100 тысячам мы прошли, и теперь мы идем только вверх. Мэтью Хайланд, например, указывает, что дневные свечи закрываются выше 10-дневной скользящей средней. Это хороший признак. А популярный аналитик Crypto King вообще заявил: биткоин сжимается под уровнем 108 тысяч. И это, мол, классика перед взрывом волатильности. RSI остывает, объемы падают, минимальные уровни растут. Если мы пробиваем сопротивление, то следующая цель — это уже 120 тысяч. Но пока так сильно наперед мы забегать не будем. Теперь давайте про ликвидность. Это вообще ключевая история недели. В мае и в июне мы уже видели, как цена биткоина резко скачет вверх или вниз, просто чтобы собрать ликвидность. Это не хаос, это работа крупных игроков, которые гоняют цену туда, где больше всего стопов и ордеров. Сейчас все внимание к уровню 100 тысяч. Это по сути линия обороны. Если мы его пробьем, то дальше последует ускоренный откат. Трейдер Dan Crypto прямо сказал: график ликвидации показывает скопление ликвидности вокруг ключевых уровней, ниже 100 тысяч, и все может посыпаться. Но если мы наоборот пробьем текущее сопротивление, то следующая зона интереса находится на уровне 112 тысяч. Там, скорее всего, уже ждут стоп-ордера быков. А теперь внимание, если биткоин вырастет еще на 10%, это может вызвать ликвидацию шортов на 15 миллиардов долларов. То есть может произойти настоящий шорт-сквиз, и рынок просто улетит. Плюс к этому не забываем про экономические данные, которые мы сегодня разобрали. Их все опубликуют перед встречей ФРС. Фишка в том, что инфляция вроде бы замедляется, но ФРС пока не спешит снижать ставки. Джером Пауэлл вообще разозлил Трампа своей жесткой позицией. И хотя рынки закладывают вероятность снижения ставки ближе к сентябрю, пока это только ожидание. А пока рынок крипты продолжает реагировать на любые намеки от ФРС как на сигналы для движения. И да, есть риски, что инфляция снова начнет расти во второй половине года. Некоторые аналитики уже предупреждают: снижение инфляции, которое началось в прошлом году, может подойти к концу. На фоне новых торговых тарифов и других факторов нас может ждать новая волна роста цен. А это уже минус для мягкой политики ФРС и, возможно, давление на крипту, о котором мы сегодня уже говорили. Тем временем данные CryptoQuant показали, что те, кто купил биткоин в последние пару недель, сейчас без убытки. И это зона потенциального давления. То есть, если цена подойдет вот к этому диапазону, часть из них может решить: все, я свое взял, и нажмет на кнопку продать. Такая вот психологическая ловушка. А вот у тех, кто покупал 3-6 месяцев назад, важный уровень 97,5 тысяч. Этот диапазон рынок должен отстоять как зону поддержки. Еще есть одно интересное наблюдение по биткоину. Спотовая торговля на биржах упала до самого низкого уровня за последние 4 года. Об этом сообщают данные CryptoQuant. То есть таких низких объемов мы не видели с октября 2020 года. Аналитик Аксель Адлер говорит, что это сигнал. Держатели биткоина не торопятся продавать или куда-то переводить свои монеты. То есть люди буквально прячут свои биткоины в холодное хранение и просто ждут. Это стандартная стратегия холда.
продавца. Купил и держи. И это не просто слова. Это подтверждает и активность в сети. Комиссии за переводы биткоина сейчас просто смешные. Меньше $1,5 за транзакцию. И это независимо от суммы. Для сравнения, раньше, когда рынок был в разгаре, комиссии могли взлетать до десятков долларов из-за перегрузки сети. Это происходит из-за того, что спекулянтов стало меньше. А многие обычные переводы, особенно со стейблкоинами, ушли в более быстрые и дешевые сети, например Tron. И это реально разгрузило сеть биткоина. И вот к чему это все ведет. Биткоин все больше превращается не в средство обмена, а именно в средство сбережения. Его все чаще покупать не для того, чтобы тратить, а чтобы накапливать. Особенно на фоне того, что фонды постепенно продолжают захватывать рынок. Так что да, сейчас биткоин живет в фазе накопления. И если вы думали, почему такая тишина на графике, теперь вы знаете почему. Активность реально слабая. Тем не менее, мы продолжаем следить за биткоином. И в случае его просадки после ИПЦ будем присматриваться к дополнительной покупке. Ведь когда ваша стратегия это холд, то покупать стоит постепенно и на разных уровнях. С альтами чуть по-другому. И кстати, о них мы поговорим уже в следующих видео. Так что обязательно ставьте лайки. Больше новостей есть в нашем телеграм-канале, где сейчас проходит конкурс, поэтому не забудьте подписаться. Жмите колокольчик, пишите комментарии, задавайте вопросы и скоро увидимся. Всем желаю отличного летнего настроения. До скорых встреч!